Я жил в Южной Корее, во Вьетнаме и в Турции. И вы знаете, во всех этих странах свои условия получения вида на жительство. Сейчас я переехал со своей женой в Аргентину с одной единственной целью – родить здесь ребенка и дать ему возможность путешествовать по всему миру, получать бесплатное образование и, конечно же, иметь один из самых сильнейших паспортов в мире. Здесь, в Аргентине, если родить ребенка, вы гарантируете себе право получить и статус постоянного резидента ДНИ, и право в ускоренной форме стать гражданином Аргентины, получив паспорт. Один ребенок, 3 паспорта. Неплохо, да? Всем привет! Меня зовут Максим, я рассказываю о том, о чем не знают другие. До того момента, как получить ваш новенький паспорт, вам нужно сделать идентификационный документ ДНИ, для того, чтобы у вас были все права гражданина, ну кроме только права голоса. Банально. Открывать счет в любом банке, путешествовать по странам Латинской Америки, которые входят в состав Меркосур. Кстати, крутая фишка ДНИ, про которую даже местные не знают, в том, что вы можете не просто пересекать страны Меркосур. Кстати, классная птичка зачирикала. Аргентина, я ее люблю. В том, что вы можете не просто пересекать страны Меркосура, а это на секундочку 9 стран. Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу. Но и без вообще каких-либо оснований получить там ВНЖ на 2 года. А если вы проживете в этой стране 2 года и за 90 дней до истечения срока временного вида на жительство подаете заявку на продление, то вам присваивают статус постоянного резидента этой страны. Класс? Да вообще красотища. Итак, давайте расскажу вам о своем опыте получения карточки ДНИ. И как вы уже правильно догадались, да, у меня родился в Аргентине ребенок. Дочка, очень красивая, потому что похожа на маму. Дочку назвали Мишель, и Мишель автоматически стала гражданкой Аргентины и уже получила свой ДНИ. Вот так эта карточка выглядит. Выдается она спустя 3 недели после рождения, и обновить ее придется только через 8 лет. Кстати, рожали мы в бесплатной клинике, и там же оформляли ДНИ для ребенка. Об этом я уже снял отдельное видео, его вы можете посмотреть по подсказке или по ссылке в описании. Друзья, чтобы поддержать меня и мой канал, прошу под этим видео написать любой комментарий, поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо. Давайте теперь я вам расскажу, какие документы мне понадобились и какие процессы я проходил, чтобы получить карточку ДНИ. Для того, чтобы подать на статус постоянного резидента Аргентины, у вас должно быть основание. У нас было основание ребенок, рожденный в Аргентине, после чего мы стали собирать необходимый пакет документов. Стоит сразу сказать, на момент, когда мы прилетели в Аргентину, у нас был неполный пакет документов. Все из-за того, что когда мы покидали нашу страну, мы не думали, что полетим в Аргентину, тем более рожать ребенка. Этой идеей мы загорелись в Турции, и для получения ВНЖ в Турции, например, было достаточно скромный пакет документов по сравнению с той же Аргентиной. А то, как мы летели из Турции, какие документы мы сделали в этой стране и с какими трудностями мы столкнулись, можете посмотреть отдельные видео на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Теперь документы, которые необходимы на подачу. Естественно, заграничный паспорт. Что с ним нужно сделать? Его нужно перевести у официального переводчика и заверить в коллегии переводчиков. По сути, этих переводчиков не так много. В Буэнос-Айресе их, по-моему, 4, 5 или 6, а в Кордове их всего 2. Обошлось мне это в $50 за 2 документа. Далее справка о несудимости в России. Именно этот документ надо везти из России, обязательно с апостилем. Также необходимо перевести у официальных переводчиков и заверить. А вот с этими документами у меня были проблемы. Ну, точнее, мы даже не предполагали, что этот документ нужно апостилировать. И когда мы приехали уже в Аргентину, только здесь узнали, что и на ДНИ, и на гражданство нужен этот документ. Вообще, если вы переезжаете в страну без справки о несудимости, по идее, вы можете его сделать в консульстве, но консульства работают очень нестабильно и все делают очень медленно.
Чтобы один документ сделать через консульство, нужно несколько месяцев на то, чтобы только записаться туда, а сделать сам документ еще месяц, а то и дольше. В моем случае это неподходящий вариант для меня, и я начал искать другие способы. Перерыл весь интернет, обращался в разные агентства, и везде были цены по $200 за справку, а мне нужно было сделать аж 4 документа. Плюс я еще переживал нарваться на тех же мошенников. Короче, не стал испытывать судьбу и решил обратиться к своему приятелю и бывшему коллеге по работе. У него была база проверенных подрядчиков из разных областей, и в том числе компании, которые делают документы для людей по всему миру. Он посоветовал мне агентство Legion, которое может в течение нескольких дней сделать необходимые мне документы. Я написал ребятам, мы обсудили сроки и стоимость, меня более чем устраивали условия, и они мне сделали справку о несудимости с апостилем за 15 дней. Все вышло гораздо дешевле, чем предлагали другие компании, а самое главное, я был спокоен, потому что мой друг за них поручился. Я выбрал не самый быстрый пакет, там можно было заказать справку и за 5 дней. Но я не настолько торопился получить эту справку, что в итоге выбрал подходящие для себя тайминги. Это, к слову, не все документы, которые я заказал у этой компании. Далее я расскажу, что еще было критически важно для дальнейшей легализации здесь. Небольшой спойлер. Документы мне уже отправили в Аргентину, дошло все быстро, и я получил, что заказывал. Мои справки абсолютно легальные. Если кому-то нужно будет сделать документы в России, то рекомендую. Контакты я оставлю в описании под видео. Еще мне понадобилось Certificado de Domicilio. Это справка, которая подтверждает мой адрес, и получить ее можно в ближайшем отделении полиции. Кстати, чтобы мне ее выдал полицейский, мне пришлось поискать 2 граждан Аргентины. И я просто ходил по улице и искал подходящих людей. Сначала я подошел к одной девушке, она мне отказала. Потом я увидел 2 женщин, которые были неподалеку от отделения полиции. Я такой подошел, улыбнулся, познакомился, объяснил им, что мне нужно, и они мне согласились помочь. В целом, аргентинцы очень приветливые, и даже, казалось бы, я какой-то левый чувак на ломаном испанском через переводчик прошу их пойти со мной в полицию, поставить подпись и оставить свои паспортные данные. И да, у них при себе должны быть карточка ДНИ, подтверждающая их личность. Вот вы можете представить, чтобы в России... Хорошо, сколько людей из 100 человек, проходящих вам откажут в подобной просьбе где-нибудь в Москве? Думаю, 100 из 100, или может быть я ошибаюсь. Напишите в комментариях, как вы считаете. Также я взял с собой свой загранпаспорт и жены тоже. ДНИ ребенка, свидетельство о рождении ребенка и контракт на аренду жилья. Я попросил, чтобы сотрудник полиции вписал в этот документ всех членов семьи. В моем случае это было я, жена и ребенок. Они там все тщательно смотрят, сверяют, поэтому, ребята, все серьезно. Теперь я хочу вам рассказать, сколько денег мы заплатили за ДНИ. Во-первых, переводы документов. Первое. Заграничный паспорт 2 штуки и свидетельство о заключении брака с апостилем. Кстати, на ДНИ его можно было и не переводить. Определенно нам этот перевод пригодится при подаче на гражданство. И все это нам обошлось в 70 тысяч песо или $82 при курсе $1 850 песо. Далее справка о несудимости с апостилем. Также 2 штуки, 60 тысяч песо или $48. Свидетельство о рождении с апостилем. 2 штуки, 66 тысяч песо или 54 бакса. Да, они не требуются для ДНИ, но свидетельство о рождении мы заодно перевели, ведь оно потребуется для подачи на гражданство. Почему мы так сделали? Потому что я вам советую переводить сразу все документы, которые вам пригодятся и для ДНИ, и для гражданства, так как очередь на этих переводчиков тоже не маленькая. И лучше все сделать сразу, меньше времени потратите. Но, честно говоря, я думал, буду делать свидетельство о рождении вечно и подамся на гражданство, когда мне будет 60 лет. Потому что свидетельство о рождении где-то валяется дома, его нужно найти, потом прийти с ним в ЗАГС и заказать нового образца, на которое потом еще и надо поставить апостиль. Это и деньги, и самое главное время. А времени, как мы знаем, ни у кого нет. И эту сложную задачу мне также помогли решить ребята из Легиона. Они сделали 2 свидетельства о рождении буквально за неделю, может быть даже меньше. Я был приятно удивлен скоростью работы, ведь хочется побыстрее запустить процесс получения аргентинского гражданства.
И вот, наконец-то весь пакет документов и на ДНИ, и на гражданство собран. Кстати, не переживайте, в конце видео я посчитаю все расходы и обязательно подытожим с вами, сколько денег ушло на весь процесс. На следующем этапе что я сделал? Я заполнил анкету на сайте, для этого я зарегистрировался в системе Radex. Вот сайт. Подробно не буду разбирать, как заполнять, но опишу этапы, которые я прошел. А ссылку на сайт оставлю в описании. Итак, первый этап. Я заполнил анкету, после чего мне прислали на почту 3 квитанции. Их нужно было мне оплатить. 2 квитанции на почте Correo Аргентина. Стоит сказать, отделений в городе не так много и пришлось ехать в центр. Они почему-то все в центре находятся. А 3-ю квитанцию в банке, который называется Bank of the Argentina Nation. Да, я еще подумал, зачем так усложнять, могли бы сделать, чтобы оплата была хотя бы в одном месте. Тем не менее, здесь у меня сложностей не возникло, все было быстро и четко. И на этом спасибо, кстати. Имейте в виду, что после получения квитанции для оплаты дается 30 дней. После того, как вы оплатите, вам на почту придет логин и пароль. Вот так выглядит письмо. Оно может прийти в течение часа или даже дня, поэтому не переживайте, логин и пароль точно придут. Сколько же я оплатил госпошлину за квитанцию? Хороший вопрос. Ну, как обычно, цены взлетели в момент, когда мне нужно было оплачивать, и мне пришлось оплатить за двоих 32 тысячи песо или 29 долларов. К слову, если бы я оплачивал хотя бы днем ранее, то заплатил бы в 2 раза меньше. Но я уже привык. Я называю это невезением иммигранта, когда задним числом понимаешь, что ты переплатил. После того, как я дождался логина и пароля, зачем он, спросите вы у меня? Он пригодится на следующем этапе, и мы как раз к нему переходим. Второй этап. Снова перехожу на сайт, ввожу логин и пароль, который нам пришел на почту, а далее загружаю сканы документов. Тех документов, о которых я рассказывал ранее. Если забыли, пересмотрите заново. По тайм-кодам быстро сориентируйтесь. Тут важный момент. Паспорт и домисилио, то есть справка о прописке, в формате JPEG. А справку о несудимости с апостилем вы подаете и загружаете в формате PDF. Об этом очень криво сказано на сайте, я потратил немало времени, чтобы это понять, поэтому пользуйтесь моими советами и сэкономите время. И только после этого мне приходит на почту еще одно письмо, в котором уже назначается встреча в миграционной службе. В письме также указывается адрес, куда нужно прийти, время, и к письму прикладывается мой прекарий. Это временный присвоенный легальный статус. Этот прекарий выдавался до даты собеседования в миграционной службе. Кстати, я недавно общался с одним известным юристом из Буэнос-Айреса. Он мне сказал: «Макс, в Аргентине нет нелегального статуса». Такая вот интересная информация. Третий этап – собеседование в миграционной службе. Когда я пришел в миграционку и отстоял очередь, меня позвал сотрудник в комнату для подачи оригинальных документов. Там я передал ей все документы на испанском языке и плюс оригиналы на русском языке. В миграционке меня сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Это все потом переносится на мою карточку ДНИ. Час ожидания результатов, и нам одобрили прекарий на 3 месяца для дальнейшей проверки уже на ДНИ. Переживаю ли я, одобрят нам или нет? Конечно, не переживаю, потому что нам должны одобрить, так как об этом написано в Конституции Аргентины. Родители ребенка, рожденного в Аргентине, имеют право получить статус постоянного резидента. Ну и дальше, конечно, паспорт. Сколько ждать свою карточку ДНИ? Есть разные кейсы у наших знакомых, и у всех все по-разному. На моей памяти самый быстрый кейс был за 1 месяц. Людям одобрили ДНИ буквально за неделю, и они ждали свою карточку еще 3 недели. Также есть знакомые, которые подали все документы и за 3 месяца еще не получили одобрения. Есть кейс, где человек ждет уже 6 месяцев свое одобрение. Все очень рандомно, но это в латиноамериканском стиле. Напишите в комментариях, если вы уже получили свою карточку ДНИ, то сколько времени у вас это заняло и в каком городе Аргентины вы подавались. Будет интересно, конечно, узнать. Как и обещал, считаем сумму, сколько денег я заплатил за переводы документов и госпошлины. $50 за переводы загранпаспортов, плюс $661 за справки о несудимости и свидетельство о рождении на меня и на супругу, плюс $32
$2 за перевод свидетельства о заключении брака, плюс перевод свидетельства о рождении с апостилем еще $54, плюс перевод справок о несудимости с апостилем $48. Итого получилось $845 за все документы, которые нужно для подачи на ДНИ и на гражданство. Много? Да фу. Давайте теперь подведем итоги. Помимо стоимости, получить документы по родам не такой простой процесс, как кажется, и отнимает просто тонну времени. Я даже приостановил работу над своим вторым проектом, чтобы сделать все документы для своей семьи. Советую, если есть возможность, делегировать этот процесс, дабы сэкономить свое время. Если нужна будет помощь в получении документов или решении каких-либо вопросов на территории Аргентины, России и других стран, пишите мне в Telegram или WhatsApp. Помогу. Любую задачу можно решить. Мои контакты вы найдете где? Правильно, в описании. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Заходите и смотрите другие мои видео. Всем удачи, пока!